подписчики и гости канала, здравствуйте! Вы сейчас видели на экране, какую модель кардигана я хочу помочь вам связать. Мастер-классы я не снимала, снимала частями кое-какие из того, что, в общем-то, раньше, скажем так, не снимала. Но могу вам рассказать подробно, как это сделать. Значит, начнем с пряжи. Пряжа Naku Sport Wool. Вы выбираете пряжу, какую посчитаете нужным. Значит, в 100 граммах 120 метров, цвет 195. Спицы номер 8. Начнем со спинки. Я всегда начинаю со спинки. Вязала снизу вверх. Для тех, кто в себе уверен, что сможет сформировать укороченными рядами горловину и одновременно скосы, расскажу, как это делать. Для тех, кто не уверен в себе, вяжите спинку просто снизу, вот таким квадратом. Но единственное, горловину все-таки сформировать нужно. Вот так прямо вяжете. Для прямого рукава не обязательно формировать скосы плеч. Но горловину сформировать нужно. Не очень глубокую. Если вы будете вязать укороченными рядами, формировать горловину, что я вам очень советую, это очень удобно. Я рассказываю, как я делала укорачивание здесь. Значит, 4 петли в середине я не затрагивала. Далее я укорачивала 3, 1, 1, 1. Итого 6. И здесь с этой стороны 3, 1, 1, 1. Что это значит? Первое укорачивание я сделала на 3 петли, далее по одной петле 3 раза. 3, 1, 1, 1. Горловина 16 петель. Значит, что касается, здесь у нас 70 петель. Я вам говорю, и это 55 сантиметров. Я сейчас вам говорю о том, что как вязала я из своей пряжи, естественно. Если вы вяжете из своей пряжи, значит, вы вяжете 2 образца. Это коса и платочная вязка. В одном из видео там по расчетам, видео по расчетам, значит, там и показано, как сделать это, как рассчитать. Значит, далее 70 петель 55 сантиметров здесь, высота 83 сантиметра. Сколько рядов у вас получится, все зависит от плотности вашего вязания. Значит, вот эта вот высота, вот она. Далее что? Вы сформируете горловину, закрываете плечи, закрываете горловину, горловину закрываете, пожалуйста. Да и плечи тоже очень свободно, закрывайте очень свободно. Поскольку если вы будете укороченными рядами, этот способ стягивает горловину, поэтому закрытие должно быть свободным, дабы еще не стянуть. Значит, здесь вы просто потом оставите на проймы. Вот такая вот у вас будет прямая пройма. Это касается тех, кто не будет вязать укороченными рядами скосы плеч. Для тех, кто будет вязать скосы плеч, как это будет выглядеть? Вот наша горловина. И вот так будут выглядеть сначала незатронутая часть. Там, где у вас начинает закругляться плечо, вы начинаете делать, я именно вот таким образом рассчитывала свое. Там, где начинается закругление, я посчитала, сколько сюда входит петель, вот в это место. И только после этого места начинала я делать скосы. То есть я измерила, сколько вот сюда уйдет у меня. Здесь пошла, вот далее пошла, я начала делать скосы. Вот такие вот они, скосы. Как выглядят скосы? Значит, вот дальше пошла, вот таким образом выглядит уже спинка. Я просто это побольше рисую, потому что здесь, соответственно, и больше есть о чем рассказать. Как выглядят скосы? Значит, горловина такая же, как и здесь. 16 петель, укорачивание вы видите, как выглядит. Далее, значит, вот здесь у нас на скос я рассчитала себе 16 петель, уходит на скос. 16. Каким образом я распределила? Значит, вот эти 16 петель, первый у нас идет убавление прям с кромочной. Прям с кромочной петли начинаем укорачивание. 70 петель это с кромочными вместе. Значит, первая петля укорачивается, дальше по одной 10 раз. Тын-тын-тын, 10.
укорачиваний по одной петле. Далее вот здесь вот, итого 10, у нас осталось 6. Вот здесь вот укорачивание последние 2, 2, 2. С этой стороны то же самое. 10 укорачиваний по одной петле и 3 укорачивания по 2. Вот таким образом будет выглядеть. Если вы делаете скосы плеч, соответственно, скосы плеч вы должны будете сделать и у полочек. Если не делаете скосы плеч, значит у полочек их тоже не делаете, потому что у вас будет несоответствие. Значит, вот мы вяжем снизу, вяжем, вяжем, вяжем до 161 ряда. В 161 ряду, это я вам говорю о том, сколько я связала. Вы будете вязать столько, сколько вам необходимо, сколько вот вы посчитаете нужным до укорачиваний. Может быть, я невысокого роста, вы, возможно, выше. Мы ориентируемся вот по этой высоте. 83 сантиметра у нас вот здесь вот высота спинки. Значит, в 161 ряду я начала делать укорачивание. После того, как я сделала 9 укорачиваний, 9, после 9-го укорачивания плеча, я начала укорачивать горловину, вот эти первые 3. Как только сделала 9, значит, в том ряду, где у нас 10, я уже начинаю укорачивать и горловину. То есть наступит момент, где вы начнете уже одновременно укорачивать и горловину, и скосы. Кто не уверен в себе, скосы не делайте. Делайте только горловину. Для тех, кто делает скосы плеч, прям покажу рядышком, чтобы все было видно. Вот вы дошли до 80-й попурышки. Я говорю 161. 80-ю попурышку вы сделали в изнаночной стороне, повернули на лицевую. Я попурышкой называю вот эту вот в платочной вязке. Изнаночные петли. Значит, развернули на лицевую сторону и сразу же первую петлю вы натягиваете. Сразу же укорачиваете на одну петлю. И так дальше вот вяжете вот так, укорачивая каждый раз по одной петле. То же самое делайте на другой стороне. Вы знаете, что если здесь мы укорачиваем в лицевой, то там мы укорачиваем в изнаночной. И наоборот. Значит, что еще? Итого у нас 70 петель спинка. 16 петель из них это горловина. На плечи, соответственно, у нас уходит 70 и 54, 27. Неважно, оно у вас с чем. Итого вот здесь вот 27 петель плечо. 27 петель плечо, запомните. Потому что нам нужно, чтобы у нас потом полочки тоже были 27 петель в плече. Когда мы будем сшивать, нам нужно будет полочки привести к тому, что они тоже должны быть 27 петель. К этому вернемся. Теперь у нас полочки. Вот у нас 2 полочки. Вот такая вот, предположим, да, коса тут идет у нас. Вот здесь тоже коса. Так, далее вот у нас горловина тут пойдет. Тут коса везде, опять-таки коса идет, да. Значит, вот плечи наши для тех, кто формирует со скосами. Кто со скосами не формирует, горловину здесь формировать тоже не нужно. Вы вяжете просто прямые вот такие вот. Единственное, вы делаете убавки. Вот здесь вот, когда у нас полочка пошла вверх, вы делаете убавки. По расчетам. Есть видео сейчас. Значит, каждая полочка у нас 45 петель. 45, 45. Значит, что в эти 45 входит? Смотрим. Это, вот прям смотрим, вот здесь начинаем. Да, вот так начинается. Вот здесь вот у нас 2 косы. Пошла платочная вязка. Вот и смотрим. Здесь у нас 1 кромочная плюс 12 петель в косе. Продолжу. 12 петель в косе. Плюс 1 изнаночная петля. Между косой и платочной она нужна. Плюс, значит, у нас 30 петель платочной вязки. Платочной. Плюс 1 кромочная. Считаем. 1, 31, 32, 33, 45.
Все, вот они, 45 петель. То же самое здесь. Есть видео, что по простым расчетам. Следующее видео будет указана ссылочка и в инфобоксе. Значит, вы посмотрите, как набрать. Вы набираете, соответственно, если вы набираете левую полочку, вы набираете кромочную, 30 петель, платочные, 12. Все они, вот эти вот, все будут лицевые в первом ряду, да? Вы набрали и набираете первый ряд лицевые, лицевые, лицевые. Одна изнаночная. Вот здесь вот одна будет изнаночная. Она будет между косой. Дальше пошли 12 лицевых и одна кромочная. Здесь вы набираете, что касается правой полочки, кромочная, 12 лицевых. Это первый ряд у вас будет так выглядеть после набора. Одна изнаночная, вот здесь вот. Она должна будет у вас отделить косу от платочки. 30 опять лицевых и одна кромочная. Как вяжется платочная вязка, я надеюсь, вы знаете. Все абсолютно ряды и с изнаночной стороны, и с лицевой стороны вяжутся лицевыми петлями. Коса, естественно, это лицевая все-таки гладь, которую мы перекрещиваем. То есть в лицевых с лицевой стороны лицевые петли, с изнаночной изнаночные. Кто уверен в себе, вяжите на паре спицах. Это удобно, потому что у нас после 45 сантиметров примерно, здесь тоже у нас, здесь не 83. Вот в этой части у вас 83 не будет. Но высота у вас должно быть столько же рядов, как платочной вязки. Должно быть столько же, сколько и у спинки. Почему у вас не будет высота та же самая? Потому что высота ряда косы, одного ряда косы, выше, чем у платочной. У платочной гораздо короче ряд. Поэтому и получается, что коса получается длиннее. Где-то видела, спрашивали, как же сделать, чтобы коса была длинней. Ничего делать не нужно. Вы вяжите точно так же, она сама удлинит вот эту часть и оттянет даже где-то платочку в этом месте. Поэтому так и получается, что она оттянута. Значит, где-то примерно на уровне 47 сантиметров, 45 сантиметров. Мы начинаем убавки. Нам нужно убавить 5 петель равномерно. Значит, где я делала убавки? Убавки я делала в том ряду, в лицевых рядах, делала в том ряду, где перекрест ближе вот к этой стороне. То есть, чтобы у нас перекрест и убавка одновременно вот рядышком не были. Поэтому тот ряд, в котором вам нужно сделать перекрест вот здесь, ближе к краю, в том ряду делайте. Для меня это было ориентиром. Если хотите, можете это тоже сделать своим ориентиром. До того момента, пока вы не убавите 5 петель, пока вы не придете к тому, что ваша вот эта вот часть вместе с изнаночная, платочная и кромочная, вот это место, не станут равными 27 сантиметров. Петлям. Для того, чтобы у нас плечи были равны, для того, чтобы их потом сшить равномерно все у нас было. То есть и из получается вот этих 32 петель вам нужно сделать 27 вместе с кромочной. Сделаем 5 убавок. 5 убавок. Их нужно сделать равномерно. Ну и не только для того, чтобы равнять плечи, а для того, чтобы, конечно, у нас немножечко вот так вот зашло. Для удобства в горловине, скажем так. Значит, косу мы не трогаем, косу мы не убавляем. Косу мы, когда сделаем уже, вот здесь мы делаем то же самое, что мы делали в спинке. Вот те же самые вот скосы. Также в 80-й пупырышке, как я вам сказала. Как только вы сделали ее, перевернули на лицевую сторону и начинаете укорачивать первую петлю. Кто вяжет на двух спицах? Одной паре спиц. Здесь первую петлю провязывает полностью, поворачивает и укорачивает сразу же в изнаночном ряду. Здесь мы натягиваем петлю в лицевом ряду, здесь в изнаночном. И будете делать это одновременно. Не знаю, кому как, мне так удобней. И убавки вы не запутаетесь. То есть, если вы сделали здесь убавку, вы ее тоже сделать должны и здесь. Для тех, кто будет вязать на одной спице две части сразу. Для тех, кто будет вязать отдельно, кто в себе не уверен, вяжите отдельно. Но записывайте, в каких рядах вы сделали убавки, чтобы не запутаться. Горловину, естественно, здесь формировать не нужно. Значит, что касается косы. Ссылка на видео будет отдельно.
Я их все эти видео, на которые я сейчас отправляю вас ссылки, кроме укороченных рядов, практически вот что связано с этим кардиганом, 4 видео, я их вам покажу именно вот в этом видео. Только вот укороченные ряды, наверное, и рукава. Рукава я тоже показывать не буду, они уже показаны, перепоказаны на моем канале. Я вам тоже оставлю ссылку на рукава. Но в рукавах ничего сложного. Касается убавок. Значит, убавки. Мы будем делать убавки, значит, здесь будут убавки вправо. Почему вправо? Значит, вы просто 2 вместе перед... Я делала убавки в изнаночной. Вот есть у нас изнаночная петля. Вот я изнаночную и одну перед ней вместе провязывала изнаночной. Что касается убавок здесь, я тоже вместе провязывала изнаночной, значит, предыдущую и изнаночную. Вот таким образом я делала убавки. Значит, после того, как вы вот все здесь сформировали, кто со скосами, кто без скосов, вот так, начинаем закрывать. Закрывайте только плечо, включая изнаночную. Закрыли. Косу оставляете на... либо снимаете на какие-то спицы, либо оставляете на тех же спицах. Дальше вяжете, кто вяжет одновременно. Значит, дальше снимаете опять, не провязывая. Закрываете вот это плечо. Здесь у вас нить останется вот на последней, которую вы закрыли, а здесь у вас нить останется в начале. Вот такие вот 2 нитки у вас останется. Значит, плечо закрываете отдельной нитью. Закрыли. Значит, закрыли, оставили открытыми косы. Далее у меня идет видео. Присоединить косы к горловине. Все, это видео вы посмотрите. Все они будут, вот коса будет отдельно, как вязать косу, потом расчет будет, как вязать на 2 симметричные части на одних спицах, на одной паре спиц. И далее будет вот присоединение тоже. Все это будет в этом видео. Не будет только спинки, по сути. Вот совсем не будет спинки, не будет укорачиваний. Но укорачивания уже сняты не единожды у меня. И горловина, формирование горловины сняты не единожды. Будет ссылка на это видео, вы посмотрите. Рукава тоже не показываю, потому что рукава уже прям совсем просто. Рукава вяжутся сверху вниз. Сверху вниз вяжем рукава. Значит, рукава. Или здесь. Значит, в рукавах у меня 50 петель. 50 петель. Я набирала рукава сверху, прям из проймы. Ссылка на это видео, как набрать рукав из проймы сверху, будет сейчас. Сначала набрала 44 прямо с проймы. Далее во втором ряду из протяжек набрала еще 6 петель. У нас 44 петли. Значит, нам нужно сделать 6 прибавок. То есть у меня было всего 50 петель. Каким образом я вычислила? Я просто вычислила, какой у меня должен быть рукав. Сколько вот в эти количество сантиметров у меня входит петель. 50 петель мне нужно было. Значит, вот это количество сантиметров вы отмеряете вот здесь. Половину, естественно, в каждом. Да? Спинка и полочки. 44, значит, 22 сантиметра должно быть здесь и здесь. Отмерили. Посмотрели, сколько петель входит примерно, и тогда и поймете, сколько вы сможете набрать из проймы. Потому что кромочных, естественно, их не хватит, скорее всего. Говорю, что я добирала. Значит, 44. Каким образом нам вычислить, как нам сделать прибавки, как равномерно? Значит, 44 мы должны разделить не на 6, у нас 6 прибавок. Между этими прибавками у нас будет 5 промежутков. Всегда количество прибавок отнимайте 1. То есть 44 разделить на 5. Получается, ближайшее число, делящееся на 5, это 40. Мы получаем 8, и в остатке у нас 4. Остаток — это прекрасно. Я очень люблю, когда остается остаток, потому что сейчас вам расскажу. Вот он рукав. У меня он сшивался в начале. Значит, вот он рукав. Значит, нам нужно через каждые 8 петель прибавить по одной петле
6 раз. Значит, у нас вот он остаток. Остаток делим на 2. То есть мы провязываем 2 петли здесь и 2 петли здесь. Просто так. Значит, вместе с кромочными. Провязали одну кромочную, одну петлю из полотна. Далее у нас плюс 1. Это прибавка. Делаем прибавку. Далее 8. Еще плюс 1. Опять 8. Соответственно, плюс 1 это прибавка. 2 провязали, прибавку сделали. 8 провязали, прибавку сделали. 8 провязали, прибавку сделали. 8 провязали, прибавку сделали. 8 провязали, прибавку сделали. Далее 8 провязали. И вот еще одна прибавка. Считаем прибавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, 6 прибавок. Между ними по 8 петель. Вот таким образом я делала. Вы можете делать по своим расчетам. Я говорю сейчас для тех, кто будет вязать так, как вяжу я. Или хотя бы вы объяснила вот сам алгоритм, как вычислить, как сделать равномерно прибавки. Далее показываю вам, что у нас происходило с рукавом. Все это я набрала. Вот они 50 петель. Вязала, делала убавки. В итоге я убавила, равномерно убавляла. Через сколько, не помню точно. Ну, в общем, равномерно я убавила до 40 петель. До 40 петель провязала я вот до того момента, где, возможно, у меня будет манжета. То есть вот так вот мы отворот, скажем, вот такой. До того момента, да, вот где вот этот отворот начинается, вот он шов, кстати говоря. Здесь я сшивала, а дальше я просто соединила вязание в круг и вязала по кругу. Причина вообще, ну вязала бы уже тогда по кругу сразу. Не люблю. Бесформенный рукав получается. Вообще не люблю бесшовные изделия. Это может быть проще, но форма теряется. Поэтому я вязала часть рукава вот отсюда сшивной. То есть я набрала, вязала поворотными рядами. Сшила. Дальше я вязала по кругу, что касается вот именно области манжеты. Видите, вот он шов. И вот здесь пошло уже вязание по кругу. Значит, помните, когда вы переходите на вязание по кругу, это не выглядит как поворотными рядами. Вы уже вяжете ряд лицевых, ряд изнаночных. То есть у нас есть и лицевая, мы все вяжем по лицевой стороне, соответственно, вяжем один ряд лицевых, ряд изнаночных. Закрытие. Закрытие сделала исландское, поскольку оно лучше всего подходит. Видите? Вот на этой стороне, получается, на лицевой я закрывала, на изнаночной выглядит вот таким образом. Красота просто. Закрывать считаю, очень свободно. Закрытие здесь просто ну, незаменимо. Еще раз показать кисточку. Я ее отпарила. Вот, выровнялись ниточки. Может быть, я чуть попозже посмотрю, да и чуть-чуть подровняю. Но, в принципе, все устроила. Кисточка у меня из дополнительной нити, потому что я говорила, что у меня здесь еще одна нить есть, видите, да? Вот, из дополнительной, потому что просто мне не хватило пряжи. Ничего ужасного не увидела в этом и решила сделать кисточку из дополнительной пряжи. Цвет очень даже подходит. Пропустила остаточки здесь, в общем-то. Ну, меня все устроило. Пока, если я передумаю, я потом вот эти ниточки, если что, повыдергиваю. Соответственно, вы можете, конечно, сделать кисточку из своей пряжи основной. Ну, вот мой вариант вот таким образом выглядит. Ничего не сказала вам о швах. Значит, швы. Ссылка на это видео будет. Здесь я тоже не показываю, как сшивать. Шов этот, который будет указан, он просто очень-очень-очень хороший. Я вам очень советую сшивать именно вот тем швом, который я покажу. Сшивать нужно на лицевой стороне, на лицевой, подхватывая промежутки, вот потом у вас края загнутся внутрь, они сами внутрь зайдут. Но сшивайте по лицевой стороне. Что касается рукава, когда будете набирать, набирайте свободно тем же 8 размером спиц и прям свободно, потому что если вам нужно будет добирать в следующем ряду, чтобы когда вы будете поднимать, например, я поднимала из протяжки, чтобы вот не стянуть пройму. Поэтому набор должен быть достаточно свободный. Пряжи у меня ушло 10 мотков ровно. Говорю, еще не хватило на кисточку. Я вам советую запастись прям мотков 11-12. Естественно, вы можете полностью рукав вязать со швом. Просто при отвороте, если вы будете делать отворот.
Значит, у вас вот здесь будет шов. Ничего в этом ужасного нет. В принципе, на всех фотографиях этот шов виден. Вот и там, где есть эта модель, да, где-то вот фотографии из интернета, везде, по-моему, я видела шов. Это первое. Ну и, соответственно, плечи скосы можно не делать. Это облегченный вариант будет. Не делайте вот то, что я сделала. Пусть это будет вот на этой стороне, будет у вас вот такой шов во время отворота. Ничего страшного. Это даже, в принципе, в тренде пока еще. Я связала два образца. Образец косы и образец платочной вязки. Для того, чтобы произвести расчеты. Смотрим на наши образцы. Это образец косы. Мы не будем включать в расчеты кромочные петли и изнаночные, которые по краям. Будем измерять только косу. Чтобы это было сделать удобнее, может быть, если вам это неудобно, сделайте вот так. Чтобы это только к краям косы подходило. С другой стороны можете сделать то же самое, но мне здесь все удобно, в общем-то. Смотрим. 6. Коса 6 сантиметров в ширину. Здесь два раппорта. Этого вполне достаточно. Значит, коса 6 сантиметров. Мне нужна полная ширина передней части изделия 64 сантиметра. То есть две полочки. Получается по 32 сантиметра. Мы от 32 сантиметров отнимаем 6 косы. И в таком случае мы знаем, сколько сантиметров платочной вязки нам нужно. 26 сантиметров платочной вязки. Измеряем. Удобнее всего вязать около 20 петель. Я вяжу 22, чтобы не включать кромочные. Они и не получаются в расчете, поскольку стоят ребром. 17,5 сантиметров. Здесь у меня в 20 петлях. Я не считаю кромочных. Видите? Так, значит, мы тоже записываем, что у нас 22 петли, 20 петель. Делим на 17,5, на 17,5 и умножаем на 26 сантиметров. У нас получается в таком случае 20 разделить на 17,5 и умножить на 26 сантиметров. Получается 29,71. Мы берем, в таком случае у нас получается 29,71, мы возьмем 30. 30 петель платочной вязки. Значит, теперь ширина изделия нам понятно, 64 сантиметра полностью, 32 сантиметра одна полочка, 6 сантиметров у нас коса, вот она коса, например. И дальше у нас идет платочная вязка, она у нас 26 сантиметров. В эти 6 сантиметров входит одна кромочная. Мы прибавляем сюда одну кромочную еще, естественно. В косе 12 петель. 12 петель. Дальше мы прибавляем одну изнаночную, которая будет между платочной вязкой и косой. Она нужна. Коса лучше раскрывается в таком случае. Одна изнаночная петля. И далее у нас идет 30 петель платочной вязки. Итого получается 13, 14, 44 петли. Вот и все. Вот таким образом выглядит расчет полочки. Несложный. Да, и конечно же, я теперь вижу, что у меня вот здесь еще одна кромочная. Итого 45. Вам как связать на одних спицах две части детали, две детали, например, это полочки. В общем-то, какие-то симметричные, возможно, детали. Вы видите сейчас клубочки. И теперь вот как они расположены, так и начинаем набирать. Вот этот первый,
Я вам сейчас показываю, как делается набор. Он делается, ну, я сейчас делаю набор классический, вы делаете тот, который вы делаете, который вам нужен. Просто набираем на спице. Я просто хочу вам показать, как расположены нити друг к другу. А далее я продолжу на уже начатом изделии. В принципе, разницы уже будет никакой совершенно. Набрали, не знаю сколько. 4, 11 петель. Наберем еще немножко. 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, вот так. Теперь вот с этой же стороны, именно с этой, нить остается у нас в середине, получается. Мы начинаем набирать от второго клубка наших намеченных, ваших намеченных, не знаю сколько, моих намеченных 20 петель. Набираем от второго клубка. Видите, они идут друг за другом. Эта нить останется в середине. Набираем 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Все, мы набрали 20, 20. Видите, как друг за другом они сейчас расположены. Разворачиваем. Вот таким образом нити сейчас должны быть расположены. Вы сейчас начнете вязать вот с этой стороны. Вот провяжете эту сторону, она уйдет у вас на другую спицу. И продолжите вязать уже следующую часть изделия, вторую симметричную. Вот сейчас я вот сейчас кладу, как они расположены, должны быть расположены, как я сейчас начну вязать. Вы сейчас видите две части изделия и два клубка. Вот исходящие, видите, да? Сейчас клубочки я аккуратно закидываю в сумочку, чтобы они здесь мешались. И вот теперь мы продолжаем. Вот у нас был сделан набор. Вот нить от одной части, вот нить от другой части. Ровно так, как я их положила вам в прошлый раз, эти наборы. Вот начинаем с той части, нить, которая ближе к краю. И просто вяжем до конца. Я потихоньку провяжу. На видео я постараюсь промотать, а вы вяжете по своему рисунку. И главное, расположить нужно, сами понимаете, симметрично рисунок. Мы закончили одну часть изделия. И вот посмотрите, сейчас у нас подошел край с нитью как раз. Вот мы переходим к нему. И также вяжем по вашему рисунку, так как вам необходимо. Рисунок у нас симметричный. Это две полочки.
передней части изделия. Любые симметричные детали можно вязать вот таким образом. Почему это удобно? Вот я, например, уже начала делать убавки. Вот здесь в изнаночной. Я потихоньку убавляю в сторону плеча. И это удобно, потому что не нужно записывать, запоминать, где какие убавки, в каком ряду мы сделали. Мы делаем убавки одновременно с одной и со второй стороны. Видите, нити у нас теперь с этой стороны. Мы закончили вязать. Теперь, видите, нужно будет перевернуть. В общем-то, ничего сложного. Вы просто всегда думаете, если у вас с краю сейчас нить вот здесь, то где она будет потом, когда вы провяжете эту сторону? Она подойдет к краю. Вот та, которая в середине. Значит, вы отсюда начинаете, дальше у вас будет следующая часть изделия. А сейчас мы ту, которую закончили, просто развернули. И теперь тоже вяжем, уже теперь изнаночную сторону. Провязываем. Точно так же подойдет к нам вот эта часть. Вторая часть изделия. Край подойдет вот сюда, к краю этой спицы. Мы провяжем его и далее развернем уже изделие. Главное, одну и ту же часть не провязать два раза, пока у вас не провязана вторая часть. Вот первые мои ошибки, вот когда я начала вязать вот такие изделия, это была вот такая вот ошибка. Я могла развернуть еще до того, как провязана та же сторона второй части изделия. Больше, в общем-то, ошибок тут никаких быть не может. Вот мы сейчас провязали на эту спицу, и у нас подошел вот этот край следующей части изделия. Следить нужно обязательно за тем, вот смотрите, видите, сейчас у нас нить здесь и здесь. Главное, чтобы вы не развернули сейчас вот это и не начали провязывать ту же самую часть. Сначала вы провязываете вот эту часть. И в итоге они обе должны оказаться, получается, видите, рисунок должен быть симметричным друг к другу. Вот у меня это две косы. Мне нужно вернуть их в положение, когда они вместе. За рисунком нужно следить, и тогда вроде как все будет в порядке. Но первое время я путалась и исправляла. Брала одну часть, довязывала на отдельных спицах, возвращала их в то же положение. Но это ничего. Я никогда не мучаюсь, когда нужно распустить. Когда я вижу, что надо распускать, я распускаю. А тут распускать не нужно. Тут нужно будет довязывать одну часть, перенести на другие спицы, потом вернуть их в то же положение расположения нитей друг к другу. Одна с краю, другая внутри. И все. Закончили вторую часть изделия. Мы провязали сейчас лицевую и изнаночные стороны у обеих частей одновременно. Разворачиваем вязание, вот теперь разворачиваем и смотрим, что мы вернулись в то же положение. Нить от одного клубка с одной стороны, нить от другого клубка внутри. Изделие выглядит симметрично, и делаем теперь то же самое.
Вот они, две нити. Одна от одной части изделия, другая от другой части изделия. И сейчас делаем то же самое. Провязываем эту часть, затем следующую часть. После этого разворачиваем и снова провязываем две части. Всегда нужно помнить, что мы должны вернуться в лицевой части вот к такому расположению нити. Значит, набираю обычным классическим способом. Лучше первую петлю завяжем. Так, набираю 18 петель. Еще раз напоминаю, раппорт косы 12 петель, 4, 4, 4 будет. Делаю по 2 изнаночных с каждой стороны, плюс 2 кромочных. 4, 6, 12, того 18 петель набираю классическим способом. Какую модель кардигана я вижу сейчас появится на экране. После этого сразу же появится раппорт этой косы. Как вы будете перекрещивать слева направо сначала, потом справа налево, это вы уже решите сами. Я показываю вам так, как будет именно на схеме изображено. Снимаем кромочную первую. Далее идут 2 изнаночных. Они указаны в раппорте. Раз, два. Далее 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Далее 2 изнаночных. Кромочная, изнаночная. Переходим на изнаночный ряд. Здесь вяжем по рисунку. Сняли кромочную, 2 лицевых, 12 изнаночных, две лицевых, кромочной, изнаночной. Снова мы в лицевом ряду. И сейчас мы делаем перекрест. Итак, мы в третьем ряду снимаем кромочную, 2 изнаночных. Далее 4 лицевых, 2, 3, 4. Я использую дополнительную спицу, снимаю 4 петли на дополнительную спицу и оставляю за работой. Теперь с левой спицы провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к дополнительной спице, которая у нас за работой. Провязываем 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к левой спице основной и провязываем 2 изнаночных оставшихся и кромочную, изнаночной. Первый перекрест мы сделали. Теперь переходим в изнаночный ряд. Вяжем по рисунку 2 лицевых. Теперь у нас будет 12 изнаночных. Две лицевых, кромочной, изнаночной. Теперь переходим в лицевой ряд. В этом лицевом ряду мы не делаем никаких перекрестов. Сейчас мы не делаем никаких перекрестов, провязываем по рисунку.
2 изнаночных, кромочная, изнаночная, снова в изнаночном ряду, поглядывайте на схему. Теперь каждый раз, делая перед перекрестом, будет один лицевой ряд без перекреста. То есть один лицевой ряд мы перекрест не делаем, и один лицевой ряд в какую-то сторону мы делаем перекрест. Все просто. После перекреста провязываем один изнаночный ряд, один лицевой, один изнаночный, и в следующем снова делаем перекрест. Либо влево, либо вправо. Вот в этом ряду сейчас мы делаем перекрест. Мы делали перекрест вправо в прошлый раз, теперь делаем перекрест влево. Снимаем кромочную, 2 изнаночных. И теперь делаем перекрест, и он уже будет сразу. Мы снимаем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Оставляем перед работой. Провязываем 4 петли с левой спицы. 1, 2, 3, 4. Возвращаемся к дополнительной спице. Провязываем 4 петли с нее, с дополнительной спицы. 1, 2, 3, 4. Переходим снова на левую спицу. Провязываем с нее 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь у нас 2 изнаночных, которые не относятся к раппорту косы, вне раппорта косы, но в схеме они указаны. Вот таким образом мы сделали 2 перекреста. Сейчас мы провязываем изнаночную сторону. Закончили изнаночную сторону после перекреста. Вот теперь раппорт полностью закончен. Раппорт этой косы. Теперь повторяйте то же самое. Я провязала еще один раппорт косы с первого ряда. Вот таким образом получается. Как присоединить вот эту планку, которая у меня в виде косы, к горловине спинки. У меня осталась от закрытия 1 петля. Вот она, 1 петелька осталась от закрытия. И мы сейчас вместе провязываем лицевой с наклоном вправо, для того, чтобы у нас всегда вот эти петли накрывали петли, которые мы будем использовать для соединения. И продолжаем вязать, как мы вяжем косу по этому раппорту. Сейчас у меня нет никаких перекрестов, я продолжаю вязать. Провязала 12 петель косы, кромочная, кромочную, изнаночной. Поворачиваю работу на изнаночную сторону. Снимаем первую кромочную. Далее вяжем по рисунку. Провязали изнаночную сторону. Смотрим, у нас осталась 1 петля от раппорта косы. И теперь нам нужно будет захватить, мы будем использовать кромочные петли спинки. Вот обратите внимание, здесь шов. Вот пошли кромочные петли. Вот ряд
кромочных петель. Вот она косичка. И мы будем подхватывать крайние дужки кромочных петель. Вот здесь кромочная немножко завернулась, но вот она находится, и ее крайнюю дужечку мы сейчас подхватим и провяжем вместе с нашей лицевой. Так, где она первая? Вот она. Подхватили. Накидываем ее на спицу левую, возвращаем не провязанную от раппорта косы и вместе их провязываем изнаночной, как по раппорту. Смотрим. Видите, снаружи у нас лицевая, и она накидывается на кромочную таким образом, что их в итоге будет не видно, будут видны только лицевые петли косы. Сейчас мы в лицевой стороне, я поменяла спицы. Номер тот же, просто спицы другие. На лицевой стороне. И теперь нам тоже нужно будет захватить одну из кромочных. Вот эту мы уже захватили. Теперь следующая, крайние дужки. Вот у кромочных две стороны. Мы захватываем крайнюю дужку кромочной. Накидываем ее на спицу и вместе провязываем лицевой с уклоном вправо. И снова у нас накрывается эта кромочная. Сейчас у меня должен быть перекрест направо. Мы провязываем 4 петли. Снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Оставляю позади работы, провязываю 4 петли с левой спицы, 1, 2, 3, 4. Остается кромочная, я ее тоже перенесу на дополнительную спицу, чтобы уже вместе их и провязать. Перехожу на дополнительную спицу, провязываю снятые до этого на нее 4 петли и кромочную. 1, 2, 3, 4. Хочу вам сказать, что вот таким образом я действую далеко не в каждом случае. Не в каждом случае я закрываю петли горловины. Это могли быть и открытые петли. Также можно было и набрать из кромочных петли и таким образом подхватывать. Но в этом конкретном случае я решила действовать таким образом. Во-первых, чтобы не было дополнительной петли, если добирать, да, набирать, например, петли из кромочных. Это будет дополнительная петля, дополнительный ряд. Он мне не нужен. Мне бы хотелось именно косой закрыть ряд вот этих вот кромочных. И это будет гармонично вполне выглядеть, как я считаю. Вот сейчас пойдет ряд косы, крайний ряд косы, и сразу же идет платочная вязка. Переходим на изнаночную сторону. Сделали перекрест, видите? Переходим на изнаночную сторону. Снимаем кромочную. Провязываем изнаночную сторону по рисунку. Все изнаночными петлями. Все, кроме последней. И точно так же, как в прошлый раз, мы провяжем их вместе с дужкой кромочной петли. С крайней дужкой кромочной петли. Осталась одна петля. Мы ее перенесем для того, чтобы подхватить нам дужку. Видите, вот эта дужечка уже подхвачена. Значит, нам сейчас нужна вот эта крайняя. Подхватили, снова вернули на левую спицу последнюю петлю из раппорта косы. И вместе их провязываем изнаночной. Поворачиваем на эту сторону. Вы видите, да, что полностью кромочные закрываются вот этим вот рядом последним, вернее первой петлей косы. У меня пока нет перекреста, который будет направо.
Я сейчас провяжу лицевую сторону, еще раз изнаночную, вернусь снова к лицевому ряду, в котором у меня уже будет перекрест, и будет он налево. Я снова в лицевом ряду, в том ряду, где мне нужно сделать перекрест у косы. Что в связи с этим изменится? Я предполагаю, что ничего. Но мне сейчас нужно перекрестить первые, да, петли. Мне сразу же их нужно снять. Что же мне сделать? Я их снимаю. 4. Поскольку у меня перекрест сейчас будет налево. И теперь мне нужно провязать первую петлю с левой спицы, вот ту, которая сейчас на спице первая. Я подхватываю крайнюю дужку. Видите, эту мы уже подхватили. Подхватываю крайнюю дужку вот этой петли из горловины. Вы видите, да, что вот это вот горловина идет. Вот она. Следующую петлю подхватываю. Следующую крайнюю дужку. Вот она. Накидываю. Ничего страшного, что нить находится между петлями. В любом случае мы сейчас ее провязав, закроем. Провязали первую петлю. Вытянули. Провязали первую петлю. Как-то не очень удачненько. Все. Провязали первую петлю. Провязали вторую, третью и четвертую. И теперь переходим на дополнительную спицу. То есть, в принципе, ничего страшного не случилось в связи с тем, что нам нужно было делать перекрест, уже снимать первые 4 петли. 1, 2, 3, 4. Провязываем оставшиеся петли на левой спице. В общем-то, так каждый раз, я надеюсь, вы поняли, что те, которые вы не видели сейчас, ряды, которые я провязала, они тоже, естественно, должны были, подразумевалось, подхватывать каждый раз крайнюю дужку кромочной петли, наружную дужку кромочной петли. Вот посмотрим, что у нас получается. Получается вот что. Вот у нас кромочные петли, вот у нас горловина. И мы таким образом, видите, закрываем. Вот эти кромочные, они закрываются. Вот он шов. Так, где у нас шов? Вот шов. И мы сейчас их уже не видим. Сразу же идет платочная вязка. Вот таким образом мы действуем до середины горловины. Мы провязываем одну сторону до середины горловины. А следующую сторону мы тоже провязываем с другой стороны до середины. Значит, с левой стороны планку в виде моей косы мы присоединили практически до середины. Вот середина, вот серединная кромочная. К последней перед ней мы присоединили ряд. С левой мы закончились. Переходим на правую. Здесь у меня сейчас по раппорту тоже нет никаких перекрестов. Мы в лицевой стороне. Так, просто провязываем в лицевую сторону 12 петель с кромочной 13. И точно так же, как и в том ряду, как и на левой полочке, мы будем присоединять точно таким же образом, подхватывая кромочные крайние дужки кромочных. Оставляем одну петлю, перенесем ее не провязанную, видите, на спицу. Так, что у нас здесь? Здесь у нас, здесь все присоединено, и пошли кромочные. Вот она, кромочная. Подхватываем ее. На левую спицу, крайнюю дужку. И накидываем. Возвращаем, вернее, на левую спицу также не провязанную петлю. И теперь провязываем их вместе. Лицевой. Но нам теперь нужен уклон. Был у нас в правую сторону, теперь нам нужен уклон в левую сторону. Мы их просто перевернем. Как бабушкина, она у нас лицевая теперь. И за заднюю стенку провяжем лицевой. Все. Мы ее подхватили. Переходим на изнаночную сторону.
Сейчас мы в изнаночном ряду. И теперь нам нужно будет вот нашу провязанную изнаночную, которую мы последнюю лицевой на лицевой стороне провязали, мы ее перевернем таким образом, чтобы она была задней, правой стенкой позади. Теперь берем следующую кромочную, вот крайнюю дужку. И вот таким образом накидываем на спицу, чтобы они тоже, правая стенка была как бы позади. И теперь их вместе за заднюю стенку провязываем изнаночной. Не скажу, что это будет очень легко. Одну, вторую. И провязываем изнаночной. Я провяжу классической, бабушкиной, поскольку так будет проще. Придерживаем. И обе провязываем. И вот в таком случае она у нас встает как нужно. Сделаете по-другому, она может перевернуться. И будет уже выглядеть на лицевой стороне некрасиво, перевернутая. Нарушится рисунок косы. И теперь продолжаем по рисунку вязать изнаночную сторону. Поворачиваем на лицевую. Сейчас у меня, наверное, должен быть перекрест. Я проверяю. Раз, два, три. Да. Сейчас у меня должен быть перекрест направо, налево. Значит, снимаю 4 петли на дополнительную спицу. Оставляю перед работой. Провязываю 4 петли. С левой спицы. Раз, два, три, 4. Возвращаюсь на дополнительную спицу, провязываю с нее 4 петли. Провязываем оставшиеся на левой спице 4 петли. 3. Раз, два, 3. Снова подхватываем. Переношу на правую спицу не провязанную. И снова нам нужно подхватить кромочную левой спицей. Подхватываю следующую кромочную. Возвращаю непровязанную на левую спицу и вместе их провязываю лицевой. Предварительно перевернув, видите, за заднюю стенку, для того, чтобы у нас был уклон налево. Как видите, мы изнаночную, и изнаночная как нужно встала. Все закрывается, кромочные закрываются ровными петлями косы последнего ряда. Теперь мы переходим на изнаночную сторону. И на изнаночной стороне мы делаем то же самое, переворачиваем петлю. Таким образом, чтобы стеночка правая у нас была позади. Переносим нить вперед. Снова накидываем следующую. Так, мы эту подхватили, вот эту. Лишнего не зацепить. Вот таким образом накидываем. Получается, что у нас правые стеночки как бы позади стоят. И теперь мы снова обе провязываем изнаночной за заднюю стенку. Провязываю бабушкиной изнаночной, поскольку так будет проще. Что-то зацепили. Вот так. Снова смотрим. И все ровненько опять встает. Далее вяжем по рисунку изнаночную сторону.
Переходим на лицевую. Сразу же посматриваем, сколько у нас осталось до середины. То есть мы зацепили вот эту кромочную. У нас осталась, получается, одна. Одна, и она лежит посередине ровно. И вот эту петлю посередине мы оставим для того, чтобы когда мы будем соединять две стороны, левую и правую нашей планки, мы подхватим тоже вот эту одну петлю, именно которая лежит посередине. Я сейчас хочу перенести на меньше размером спицы, чтобы мне было удобно провязывать. Я перенесу, например, это будет у меня спицы 5 размера, хотя вяжу сейчас 8. А провязывать уже 2 ряда я буду 8 номером спиц. Перенесла на пару спиц. Видите, нити у меня с одной стороны. Вот 2 планки. Вот серединка, ее уже в принципе можно убрать, этот маркер, чтобы он мне не мешал сейчас. Вот видите, вот последняя, вот мы подсоединили. И тут видите, вот последняя с одной стороны. И получилась одна срединная. Вот сейчас мы к ней и будем подсоединять. Если у вас, например, получилось ровное количество, и то есть одна, вторая, и посередине этой петли нет, значит, вы просто соединяете их в одну, не присоединяя уже, чтобы вот какой-то там петле, ее просто нет. Теперь я поворачиваю их на изнаночную сторону, подсоединив друг к другу. Я сейчас смотрю, какая меня больше устраивает нить, поскольку они обе с одной стороны. Одну из них вы позже отрежете подлинней и спрячете в ряд петель. Есть другой вариант. Вы можете просто закрыть их и сшить между собой так, как вы привыкли. Либо шить каким-то другим способом по открытым петлям, иглой. Я сейчас иглой этого делать не буду. Я сейчас обе эти стороны соединю на 3 спицах. Выбираю себе наиболее удобную для меня нить. Значит, мы вяжем сейчас все их лицевыми петлями. Так, я опять вторую нить присоединила. Так, все. Как сказала, вторую нить позже вы отрежете и спрячете. А сейчас мы сначала смотрим на петли, поскольку вот эти кромочные, они у нас стоят правой стенкой позади. Мы их обе за заднюю стенку провязываем лицевой. Одной из нитей, как сказала, и обе вместе снимаем. Далее снова провязываем. Теперь уже пошли передние стенки. Снимаем. И сразу же накидываем. То есть мы одновременно будем закрывать. Снова провязали за переднюю стенку лицевой. Сняли. Снимать не забываем. И снова вот одну из спиц я использую для закрытия сразу же. Продолжаем дальше. Снова за передние стенки 2 вместе. С одной и со второй спицы провязываем лицевой. Снимаем. И сразу же я одну из спиц использую для закрытия. Сразу же накидываем. Сейчас провязываем оставшиеся 2. С этих 2 спиц провязываем лицевой одновременно. Лицевой одновременно. Сразу же мы ее
накинем. Спицы у нас уже ушли. Мы потеряли эту кромочную. Ну вот она, видите, да? Вот, подняли ее снова. Эти петельки хорошенько подтянули. И теперь эту мы тоже провязываем лицевой. И тоже ее закрываем. Можно еще одну провязать для пущей верности и хорошенечко все затянуть. Вот она, наша петля, видите? Вот, вернее, та нить, которую мы не использовали. Поворачиваем, что у нас получилось. Смотрим полученное. Вот идет у нас коса, закрыты полностью линия закрытия петель. Так, где у нас соединение? Вот наше соединение. Вот так вот сделаем, и совсем будет ничего не видно. И запрятать. Вот та нить, которую мы не использовали, отрезаем. Та нить, которую мы закрыли петли, отрезаем. Здесь мы уже и так хорошенечко сделали, подтянули, закрепили. Я вам все-таки не люблю так оставлять. Я вам все-таки покажу, как спрятать, чтобы никто не мучился. Так. Вот берем хорошенечко вот сюда, в первую, например, чтобы особо не перекрутить, не нарушить наш рисунок. Так, и далее идем вот таким образом. Можете так. Я люблю делать вот так, изнутри наружу. Изнутри наружу. Это вот ряд закрытия, если вы поняли. Вот таким образом прячем эту нить. Делала я это первый раз. Вот таким образом именно я присоединяла планку первый раз. По закрытым петлям, не поднимая их, накрывая сверху последним рядом косы или первым рядом, смотря какая планка, левая или правая. Обычно я либо оставляю открытыми петлями для присоединения планки, могу просто пришить, отдельно связав планку. Такое тоже было. Но вот в данный момент захотелось мне сделать так. Все, и отрезаете. С этим поступим примерно так же. Так, в какую сторону пойдем? В эту. Так, что у нас здесь? Здесь у нас есть вот такой ряд. Будем прятать в него. Желательно вот именно в эти, в наружные пупырышки к нам. Наружные, чтобы их не было видно на лицевой стороне. Держится она, в принципе, уже хорошо. Ничего не распустится. Это с целью просто, чтобы нить не болталась. Не с целью закрепления. И вот так. Ну, все. В общем-то, вот так это все выглядит. Делать кисточку я буду не из основной, а из дополнительной нити. Вот основная, вот дополнительная. И делать буду именно из нее. Нашла вот такую книжку старенькую. Она как раз того размера, который мне примерно и нужен. 12,5, 13, 12,5 сантиметров как раз. Меня устроит еще плюс вот толщина книжки где-то около 14 будет. И просто обматываю вот таким образом. Не в середине, а ближе к краю. Вот так обматываю
Нити ушло примерно 25-30 граммов, точно не скажу. Для того, чтобы обозначить основную нить, я ее еще подкрепляю кверху. Просто для того, чтобы обозначить ее вообще присутствие в изделии. Протягиваем нить под это создание. И прям посередине крепко-крепко нужно связать. Связали, сняли. Расправили аккуратно. Сюда мы входим ножницами. Теперь подтягиваем ту нить, которой мы привязали. Хорошенечко подтягиваем, чтобы это было все ровно. И вот теперь разрезаем. Вот эти ниточки тоже мы режем. Теперь, подтянув, нужно связать где-то вот на этом уровне. Вот так получилась кисточка. Нить, которая у нас при наборе косы, при наборе полочки осталась, мы сейчас вот таким образом, видите, мы это сюда просто опустили, вот эту ниточку. И все, ничего мы не отрезали сильно. И теперь вот прям пропустив через середину этого клубочка, вот так. И теперь соединим с другой стороной косы, с последней петлей. И теперь будем уже действовать на изнаночной стороне. Вот таким образом еще раз пойдем, либо обовьем просто этот хвостик, оставшийся от набора, и каким-то образом закрепим. Вот здесь разочек, аккуратно, ничего не прихватив. Далее я беру эту нить просто и ввожу вот сюда. Единственная необходимость аккуратненько ее расправить. Все. С вами была Марина, канал Вяжем вместе. Всего доброго.